Добрый день, дорогие друзья! В эфире проект «Независимость». Это программа не о политике и экономике нашего государства, а о тех явлениях, которые не менее важны для нашего общества. Проблема химической зависимости для многих семей сегодня стала очень актуальной. Если вы являетесь родственником или близким другом химически зависимого человека, и вы преисполнены желанием ему помочь, то проект «Независимость» именно для вас. Если вы никогда в своей жизни не испытывали зависимости от чего-либо, то, скорее всего, вам будет трудно понять, что происходит внутри у человека, страдающего этим заболеванием. Я не случайно сказал заболеванием, потому что очень важно принять и осознать всем близким родственникам тот факт, что ваш близкий, он болен. Химическая зависимость – это болезнь. Как только вы осознаете это, гнев, волнение, раздражение ослабеют. Вы ведь не станете винить своего ребенка за то, что он подхватил грипп. Скорее всего, вы покажете его специалисту, который подскажет, что нужно сделать для выздоровления. Точно так же нельзя порицать химически зависимого человека, что он зависим. Скорее всего, нужно помочь ему осознать факт, что он зависим, и отправить его на лечение. Если однажды утром ваш ребенок проснется с насморком, то, скорее всего, вы поведете его к врачу, который поставит диагноз, основываясь на определенных симптомах. Из этого следует, что химическую зависимость, как и другую болезнь, можно диагностировать. Одним из симптомов алкоголизма, например, является тяга к употреблению спиртного. Эта тяга проявляется в употреблении непредсказуемым, чрезмерным, постоянным. Поведение алкоголика переходит из крайности в крайность. Скорее всего, оно ставит в тупик всех его близких и окружающих, хотя сам алкоголик не видит никакой проблемы. То же самое происходит и с наркоманией. Зависимому кажется, что он все держит под своим контролем, хотя болезнь все больше и больше одолевает его. Химическая зависимость является первопричиной, а не симптомом скрытых нарушений эмоционального и физического плана. Она вызывает развитие новых заболеваний или приводит к обострению уже существующих. В народе говорят: поздно пить боржоми, когда почки стали. Наркомания и алкоголизм – это первопричина всех остальных болезней. Гастрит, болезнь печени, почек. В первую очередь нужно разобраться с зависимостью. То же самое происходит и в нарушении эмоциональной сферы. Никакая психиатрическая больница не сможет предоставить никаких результатов, пока зависимый не перестанет употреблять. Как только он перестанет употреблять, он сразу же поведет на поправку в эмоциональной сфере. Зависимому человеку нужно принять тот факт, что химическая зависимость – это болезнь хроническая. Поэтому и выздоравливать химически зависимому человеку придется всю жизнь. Еще можно сравнить выздоровление с эскалатором, который едет вниз, а выздоравливающий человек идет по нему вверх. Для того, чтобы выздоравливать, нужно прикладывать в 2 раза больше усилий. Для того, чтобы болезнь стала снова прогрессировать, достаточно ничего не делать, и эскалатор вас снова повезет в употребление. Как бы не было горько осознавать тот факт, что химическая зависимость, оставленная на самотек, смертельна на все 100%. Речь идет не о пагубной привычке, здесь обсуждается вопрос жизни и смерти. Статистика плачевна. Ежегодно от употребления алкоголя и наркотиков в Украине умирает до 400 тысяч человек. Первичное, предсказуемое, хроническое и смертельное. Все эти 4 определения заставляют нас думать, что будто химическая зависимость – худшая из всех заболеваний. Но есть еще одна важная характеристика химической зависимости. Она поддается лечению. Выздоровление возможно. И подтверждение этому являются миллионы выздоравливающих по всему миру. Но также вы не должны забывать, что выздоровление – это процесс
процесс длиною в жизнь. Поэтому не нужно останавливаться, а нужно с новыми силами идти вперед. Как же суметь окончательно определить, страдает ли ваш близкий химической зависимостью? Существует очень простое определение химической зависимости. Если употребление алкоголя или других наркотиков приводит к любым устойчивым нарушениям в личной, общественной, духовной и материально-экономической сфере жизни человека, и если при этом он не прекращает их употреблять, то он химически зависим. Другими словами, если в жизни вашего близкого вы постоянно наблюдаете регулярные проблемы с законом, проблемы на работе, с начальством, проблемы в финансовой сфере, проблемы в семье, с друзьями в отношениях, мы можем сделать вывод, что он химически зависим. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. И в заключение мне хотелось бы сказать, если после всего услышанного вы пришли к осознанию, что химическая зависимость – это болезнь и ваш близкий зависим, мы советуем вам обратиться к специалистам. До новых встреч!